вами в дружеской беседе здесь мы время проведем. Ведь поскольку мы соседи, очень важно знать о том, как вы поживаете, как успехи множатся, как вы отдыхаете, как живется можется, как жена, здоровье, дети. что хорошего на свете, Чем вы заняты сейчас? и о чем мечтаете. Как дела идут у вас? Как вы поживаете? Черемушки. А, это деревня под Москвой. Это была деревня. В ней сейчас живут тысячи москвичей. В старом городе возник, как бы вам сказать, новый город. Ага, это значит про Москву. Нет. В наши дни во всех старых городах строятся такие новые города. И всюду их ласково называют черемушки. Вот один из этих старых городов. Вот, товарищи, каким будет новый район нашего города. Наши черемушки. Черемушки, в черемушках черемуха цветет, и все мечты сбываются у тех, кто здесь живет. И еще не все зеленые деревья расцвели, и еще не все влюбленные друг друга здесь нашли. Черемушки, в черемушках черемуха цветет, и все мечты сбываются у тех. Эх ты, Бастяк. Котя! Котя! Ну-ка, Котька, давай отсюда. Дай им волю, они всех передавят. Куда они только смотрят. Сережка. Серега! Борис! Здорово! Ну и встреча! Ну-ка! Моего ребенка! Слушай, давай газуй отсюда. Сколько лет, сколько зим! Да. Что ты сейчас делаешь? Занимаюсь подрывной деятельностью. Что это такое? Техник по взрывам. Вот такая работа. Я в Каракумах пустыню наизнанку уворачивал. В Приморье горы с землей сравнивал. Так, ну а как у тебя вообще жизнь-то? А? Вообще. Парам-парам, нина, чего унывать, пришла весна, бушует во всей красе, и окна раскрыты все, и где-то в окне она, которая мне одна нужна, а где и в каком окне?
пока неизвестно мне. Так пусть моя песня за ней пойдет, и пусть моя песня ее найдет. Пора на, пока не прошла весна, что зря вздыхать пришла весна. Везде она, во всем она, весною вся душа полна. Пора на, ла-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 ла, весною душа вся полна, полна. Ла-л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 а, весною душа вся полна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Люся. О, вопросов не имею. Лучший крановщица нашей стройки. Да что ты? Вот здесь, в музее, портрет ее будет висеть. Смешно, а? И не говори, старик. Давай. Руками не трогать. А тряпочка не мешала. Осмотр лучше начинать с первого этажа. Это где буфет? Я там был. Ничего интересного. Одна крем-сода. А вы в буфет пришли или музей осматривать? Осматривать? В музее. Я портрет привез. Кто оформлять будет? Вы знаете, сейчас уже никого нет. Придется завтра. У меня к вам вопрос. Скажите, по плану реконструкции в нашем городе будет много таких девушек, как вы? Много. А вот будут ли такие молодые люди, как вы, не уверена. А тогда оставьте меня здесь, как экспонат, в назидание потомства. А что, я из него чучело сделаю, вон вроде этого. Видите ли, у нас здесь музей, а не панотик. Ах так! А где у вас экспозиция «Любовь» в нашем городе, а? Где диаграммы встречи, разлук, маршруты вечерних прогулок, сводки лунных ночей? Кстати, нам очень нужен консультант. К вашим услугам. Мы готовим выставку «Нахальство» в прошлом и настоящем. Но я... Обратитесь в отдел кадров. Да... Руками не трогать. Опять я нагрубила. Ну почему нас в школе не научили, как умно отвечать на идиотский вопрос? Я в школу когда-то ходила, и до ночи помню порой. Зубрила, вернувшись из школы домой. Биографию Шекспира, свойства ртути и эфира, климат горного Памира, сколько в тонне килограмм, дельту тигра и эфрата, площадь круга и квадрата, и что делит биссектриса каждый угол пополам, расстояние до Луны, Пифагоровы штаны. Где поставить запятую, где не ставить запятой, страны Ближнего Востока, что такое сила тока, и что остров это суша, окруженная водой, и что остров это суша, окруженная водой. Те школьные годы далекие учебника мне не достать, и вновь не засесть за уроки, чтоб твердо усвоить, узнать, как найти того, кто где-то ищет сам тебя по свету, как пойти, чтоб разминуться не пришлось случайно нам, чтоб сказать, чтоб с полуслова понял он, что я готова с ним делить, как биссектриса, даже угол пополам. Не забыла до сих пор я названия рек и гор. Где поставить запятую, где не ставить запятой, что такое сила тока, но живу я одиноко, все одна, как суша, окружен
Садись. Погоди. Не могу, я должен Дребедневу машину подать. А что это твой Дребеднев в таком лимузине разъезжает, а? Персональную-то отобрали. Старик, разворачивай. Зачем? Она же уходит. Что тебе от нее надо? Познакомиться хочу. Она не хочет. А мне какое дело? Ну ты едешь или нет? Давай. Ну, как идет научно-исследовательская работа? Хитра. Ну, где же твоя машина? Сейчас. Подожди меня здесь. Куда? Поймаю. Лидочка, здравствуй. Ты домой? Да. А что вы делаете вечером? Не знаю. Где мы с тобой встретимся? Я зайду к тебе в общежитие. Лучше я с тобой зайду, ладно? Ой, понимаешь, сестра собирается детей купать и там... Пойдем сегодня в кино. Вместе с Лидочкой. Ага. Правильно. А я организую билеты. Послушайте. Опять в кино. Ну вы подумайте только. 6 месяцев мы с Машей женаты, а встречаемся то в театре, то в музее, то в библиотеке. Лучше всего на вокзале. Согласен. По крайней мере, там можно сделать вид, будто я ее провожаю и... А потом, будто я его провожаю. И... А вы подумайте, в одной проходной комнате сестра с мужем, 2 детей и я. Но ведь мы на очередь. Да, конечно, но... Когда по улицам брожу, в чужие окна я гляжу, о, как мечтаю я давно иметь свое окно. Жаль, общей крыши нет у нас, и врозь должны мы жить. Как жаль, что каждый раз должны друг другу мы говорить. До свидания, Маша. До свидания, Саша. Значит, встретимся завтра. Ровно в 6 у театра. Очень трудно, между прочим, говорить спокойной ночи, если в разные районы спать идут молодожены. До свидания, супруг. До свидания, мой друг. Посмотри, спешат скворцы заселить свои дворцы. Неужели будет такое время? Конечно, будет. Придет пора, и в новый дом с тобою вместе мы войдем. Ах, это сон. Да, это сон, но знай, он сбудется, наш сон. Манить не будут в поздний час чужие окна нас. И мы бродить с тобой вдвоем не будем под дождем. Вот передняя наша, вот и вешалка наша. Наша комната, Саша.
Наша комната наша, вся квартира наша, наша, кухня тоже наша, наша, наши окна, наши двери, я глазам своим не верю, есть уютный кабинет, как стекло блестит паркет, Можно всех друзей созвать. можно даже танцевать. Сделайте одолжение. Нет, сделайте мне одолжение. С удовольствием. Избавьте меня, пожалуйста, от двух назойливых молодых людей. Доченька моя! Несчастье-то какое! Что? Ковалев, никого не пропускать! Слушаюсь. Гражданин, сюда нельзя. Я тут живу. Проход закрыт. Ну, меня слушайте. Проход закрыт. Горит. Вы не Проход понимаете, закрыт. во всей квартире потолок обрушен. Я же говорил, что ремонт нужен. Мне домой надо, поймите же! Осадите! Это моя дочка прошла только что! Граждане, назад! Не скопляйтесь! Не делайте паники! Пропустите меня. Подожди ты! Вы папашей будете? Ага. Очень приятно. Борис Корецкий, друг вашей дочери. Можете рассчитывать на меня. Вот спасибо, молодочек, а то дочка моя там одна, боюсь за нее. Сделаем, папаша. Не велено, не Товарищ пущу. Ковалев. А я говорю, проход Ну всё, поехали. закрыт. Я говорю... Куда, гражданин? А ну назад! Не сопротивляйтесь! Вы слышали, что сказал товарищ начальник? Проход закрыт! Товарищ Ковалев, держите хулигана! Погодите. Держите его! Ну-ка, пусти! Да пустите ж! Эй! Стой! Стой! Ой! Лида! Алло? Ковалев? Да, есть Ковалев. Ковалев, к телефону. Старшая смена, Ковалев слушает. Лида! Куда? Не смей! Стой!
что ж ты? Жарко. Ну так набегался уже. Отдохни. Стой! Лида! Да! Я здесь! Приземлился в заданном районе. Разрешите представиться. Друг вашего отца Борис Корецкий. Знакомьтесь, лучший пожарник района. Старший смены Ковалев. Ай-яй-яй-яй-яй. Ужас-то какой. Что ж вы теперь будете делать-то, Семен Семенович? Ума не приложу. Беда-то какая. Ваша комната совсем как есть разрушена. Маша. Машенька! Ура! Ура! Что с тобой, Саша? Ура! Мы теперь аварийники, Маша! Аварийники! Нам комнату немедленно дадут! Без всякой очереди! Везет же людям. Сам Ай-яй-яй-яй-яй-яй. обрушился. Вот счастье-то какое. Папаша, вот ваша дочь. В целости и сохранности. Теперь идите в горсовет, стучите кулаком по столу, вам обязательно должны дать другую комнату. И на плохую не соглашайтесь. А вдруг не дадут? А вдруг не дадут? Кто из вас будет Бабуров СС и Бубенцов АП? Я. Я? Прошу вас на минуточку. Пожалуйста. Не груби. Надо было для дела. Ну, где что персональный грузовик? А, я ему покажу. Я велел машину подать к 3, а он... Федя, не волнуйся. Тебе противопоказано. Молодой человек, вот смотрите, мне дали. Ордер? Правда. Что, сами дали? Ага. Странно. Действительно, отдельная квартира в Заречье. В Заречье. В наших черемушках. Лидонька, нам тоже дали. Ну ты едешь или нет? Смотри. Строительный 25. Это наше управление устроило. Там же Люся работает. Люся? Люся. Так чего ж ты молчишь? Я говорю. Молчи! Товарищи, едем на строительную 25 прямо в квартиру 48. Ты что, меня ж Дребеднев ждет? Подождет, людям надо помочь. Там же Люся работает. Прошу вас в наши черемушки. Нет, мы пойдем пешком. Но Да что вы, надо ковать ключи, пока не горячи. Прошу. Ты давай скорее тут. Поедем. Рассаживайтесь. Молодоженам без очереди. Да какие же мы молодожены? Свадьба у нас когда была? Ничего, ничего. А сейчас, Машенька, мы совершим наше свадебное путешествие. Руку, невеста! Руку, жених! Была не была! Обязательно на новоселье приглашу Лёльку. Какую Лёльку? Ну, Лёльку ты ее знаешь. Отсталая такая. Косы носит. Она еще себя на нашей свадьбе папашей называла. Не помню. Да ну такая психованная. В вечерней школе учится, на лыжи ходит. В общем, ненормальная. Зачем же ее звать на новоселье? Пусть лапнет от зависти. Ее мужу дали одну комнату, да и то в старом доме. Федя, а у нас балкон будет? Будет. Пошли.
Ну давай. Ты что? Я на автобусе не поеду. Там придется идти пешком. Пешком. Что? Девушки, где у вас управдом? А что вам нужно? Ключи получить. Универмаг у нас большой, а рынка нет, да рынка нет, а как без рынка жить? Привет, ну как? Нашелся управдом? Да нет его, с утра мы ждем. А как соседкам нравится? Привет, привет, привет. Позвольте вам представиться, Онегин ваш сосед. У вас балкон, простите, есть спеть серенаду вашу честь. Живет таких народ, отличный мусоропровод. Привет, привет, привет. Что, съел? Онегин мой сосед. Определенно мы с вами где-то встречались. Я вот тоже смотрю, удивительно знакомое лицо. Да. Только где? Вот где? Нет. Не, извиняюсь. Не. Извиняюсь. А детский сад, не детский сад, а бытовой где комбинат, а школа за углом. А где же этот управдом? Где управдом? Где управдом? Пропал, а мы его тут ждем, а мы его тут ждем. Не управдом, А управхоз? управляющий домами. Да каких же помощь? Только без угроз. Отпустите ради Бога. Я один, а вас тут много. Но нельзя же, гражданин. Вас тут много, я один. Вот наш ордер мы. У всех есть ордера. Мы с утра стоим. Тут все стоят с утра. Что за дикая картина? Значит, есть на то причина. Нам прийти велели в 6. И на то причина есть. Люся! Да? Люся, я давно хотел сказать тебе. Да не хотела, то сказал бы. Так я же говорю тебе. Ну что ты мне говоришь? Ничего ты мне не говоришь. Говорю. Ты не говоришь. А я говорю. А я говорю, не говоришь. Если говоришь, то говори. Так вот я и говорю. Ну? Я... Сережа! Молодчина твоя, Люся! Что случилось? Здорово, Сергей! Люся твоя, слыхал? Что с Люсей? Ребят, ха-ха, он ничего не знает. Люся твоя... Что? Серега, Люся твоя... Их! Что с Люсей? Ты что, взбесился? Она квартиру получила. Вот в этом самом доме. Ты чего? Неприятность у меня большая. Неприятность? Ну да, Люсь квартиру получил. Вот, понимаешь, беда какая. Так, Вавочка, дай ручку. Так,
Вот, на твой самый короткий путь. Ничего, хотите, за буквально несколько шагов. Прохода нет. Пацана я не знал. Что ты знаешь? Я дура психическая, поверила тебе. У нас будет персональная Волга. Ты же знаешь, теперь персональных нет. Я тебя буду на руках носить. Ой, ой. Ну, носи на руках. Мне же противопоказано. Умри я на этом месте, но дальше никуда не пойду. Бабочка. Никуда. Бабуля. Когда она жила в общежитии с матерью и сестренками, я молчал. Теперь, когда она получила отдельную квартиру, что ж я приду и скажу: здравствуй, я тебя люблю. Так самое время и сказать. Ты чудак. Какая же любовь в общежитии? С целым семейством. Любовь простора требует. Вот моя лекторша, девушка в полном порядке. 2 комнаты, она и папаша. Слушай, ну что ты за человек? Обыкновенный. Философ. Ты что же, мне хочется тебя за эту твою философию Побить. Воспитывать, да? Слушай, ты подрывник-философ. В тебе надо что-то взрывать, а? Мы строим дом, просторный дом, где все должно быть ново. Должно быть совесть чистой в нем, должно быть твердым слово. И не должно быть места там, и не должно быть места там сомнениям и тревогам. Должны мы всякий ссор и хлам, должны мы всякий ссор и хлам оставить за порогом. Все, что жить мешает людям, новый дом мы брать не будем. Мы строим новый светлый дом, чтоб всем легко дышалось в нем, чтоб всем легко дышалось в нем, чтоб всем легко дышалось в нем. Мы строим дом, просторный дом, чтоб песни в нем звучали, и чтоб цвели улыбки в нем, и не было печали. Чтоб человек был счастлив в нем, чтоб человек был счастлив в нем, чтоб смех звучал в нем детский. Мы строим дом, просторный дом, мы строим дом, просторный дом родной страны советской. Все, что жить мешает людям, новый дом мы брать не будем. Мы строим новый светлый дом, чтоб всем легко дышалось в нем, чтоб всем легко дышалось в нем, чтоб всем легко дышалось в нем. Что же это такое? А что? Вам велели машину подать, а вы? Неувязка вышла. Федор Михайлович велел мне машину жене подать. А какой не сказал, я к бывшей и поехал. Ой, вы, кажется, должны понимать. Я в моторе должен понимать. У меня машина аварийная. Ну и строительный материал разный вожу. Но я... А вы же не строительный материал. Это... Валька! Ой, спасу нет! Борька! Ой, Боренька! Ой, какой сюрприз! А я тебя везде ищу, у всех расспрашиваю. Да иди ты! Ей-богу! Ребята говорят, ставь крест. Замуж вышла старуха. Да иди ты! Где ж ты пропадал? Знакомьтесь, пожалуйста, это мой муж Федор Михайлович. А это Борька, Борис Иванович. Борис Иванович. Друг детства. И отрочество. Корецкий Борис Георгиевич. Георгий. Дребезжал. Ну, как вы поживаете? Где работаете? Живу хорошо. Работаю с небывалым подъемом. Тоже здесь квартирку получаете? Да. Угу. Эй, все в порядке! Вот ключи, а! Как это ключи? Федя, разве выдают ключи? Успокойся, Вова, сейчас выясним. Простите, молодой человек. Не смею задерживать. Иди, дорогой. Красавец. А что? Ты знаешь, какой он умный? И хорошую квартиру получаете, да? 2 комнаты с кухней. Ну, 2 комнаты, хорошо. Вот Сонька Мухина, помнишь, тоже квартиру получила? 3-комнатную. Врешь. Так она же за профессора вышла. Ну и что? У нее и фигура никакая, и рот как почтовый ящик. А квартира, комната с нишей, кухня с балконом. Этот профессор все равно Соньку бросит. Очень она не актуальная. Да, но 3-комнатную квартиру всегда можно обменять на 2 в разных районах. Подумаешь? Да если я захочу, я могу 4-комнатную квартиру заиметь.
А четырехкомнатную еще легче обменять на 2. Ну, конечно. Сонька Мухина. Трехкомнатная. Она одеться-то не умеет. Да стоит мне только слово сказать. Извини, пожалуйста, я на одну минуточку. О, ну как? Получили ключи? Вы еще здесь? Ну, знаете, неужели вы могли подумать, что я уйду, не попрощавшись с вами? Прощайте. Сказали бы хоть до свидания. А новоселье завтра? Почему завтра? Сначала надо устроиться. Нет, ну что вы, новоселье надо обязательно делать в пустой квартире. Чтобы гости сидели на подоконниках, а посуду приносили с собой в качестве свадебного подарка. А почему свадебного? А зачем нам делать отдельно новоселье и отдельно свадьбу? Вы сумасшедший? Нет. Честное слово, нет. Я совсем недавно думал, что женятся только сумасшедшие. А вот теперь я понял, что только сумасшедший может не жениться на такой девушке, как вы. Подождите! Подождите! Как-то очень уж глупо все путая, сам себя я никак не найду. И чего-то всегда почему-то я жду, 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 жду. Ждать, дождать. Жизнь прозевать. Каждый знает свое назначение, каждый что-то имеет в виду. Только я лишь один исключение. Жду, 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 жду. Третий день хожу. Вы понимаете, мне ребенок остался без Я опаздываю на работу. Я совсем сбилась с ног. Зачем волноваться? Кто не получил ключей сегодня, получит их завтра. Каждый день завтра. Или послезавтра. Куда это вы Сколько пишете? же можно? Что же нам делать? Что нам Вот, делать? товарищ начальник, с ним и разбирайтесь. Товарищ начальник, понимаете ли, Дом пока еще не принят. это факт. Нужно акт еще составить. Нужен акт. А поскольку нету акта, дома нет еще как факта. Дом не наш. А чей? Ничей. Да, и никаких ключей. Все, понятно? Безобразие, скандал. Что? Скандал? Минутку. Кто это сказал? Кто назвал скандалом это указание горсовета? Прослежу. И доложишь? Доложу. Порядок. Хорошо. У нас будет четырехкомнатная квартира, правда? Да, один. Что же это такое? Хочется посмотреть квартиру, а ключей не дают? Папа. Погодите. Сделаем, папаша. Организуем. О, видишь? Люся, если бы я пришел к тебе вчера, все было хорошо. Ну, а что ты мне скажешь, если я приду к тебе сегодня? Сережа, у меня квартира. Понимаешь, Сергей Николаевич, у нас квартира. Мы с ним гуляли за рекой, где вовсе не было дорог, но звезды были под рукой, и мир лежал у наших ног. Он на звезду мне указал, потом вздохнул, потом сказал: любовь звезда, но и звезда бывает, гаснет иногда. Я
пробьется даже из-за туч. Проплыли тучи на восток, туман сгустился у реки. Я подняла с земли цветок и оборвала лепестки. Я лепестки с земли собрал, потом вздохнул, потом сказал: любовь цветок, а у цветка жизнь, как известно, коротка. Любовь цветок, а у цветка жизнь, как известно, коротка. Цветам, я знаю, нет числа, что я могла сказать в ответ. Колечко с пальца ты сняла, и от него остался след. Кольцо надела я опять, чтобы в ответ ему сказать: любовь кольцо, кольцо, как всем известно, нет конца. Любовь кольцо, а у кольца, как всем известно, нет конца. Люся! Что? Люся! Я тебя... Серега! Что? Выручай. Что случилось? Дело есть. Какое дело? Левее! Давай левей! Ой! Милости просим в квартиру 48. Спасибо! Папа, смотри! Уже приползли. Кокцинелла септипунктат. Ага, божья коровка. Светло-то как. Занавесочки повесим. И скользко. Песочком посыпем. Горячее. Ничего, зимой будут холодные. Ну как? Ой, простите, мы вас так задержали. Вы, наверное, торопитесь. А как же мы? Нам же переезжать надо. О, трезвый взгляд на действительность. Переезжать надо немедленно, папаша. Серега вам поможет тащить сюда чемоданы, а остальное будет в порядке. О. Мы с Лидой будем удерживать плацдарм. А где же этот кран? А зачем? Прошу. Спасибо, молодой человек. Ну, папа, папа! А ты, Лидочка, отсюда не уходи. Никуда не уходи, слышишь? Чувствуйте себя как дома. Неужели действительно это наша квартира? Наша, то есть ваша. Любуйтесь. Филиал вашего музея. Типичное жилище второй половины 20 века. Эпоха раннего железобетона, эра типовых деталей. Все вещи подлинные, руками не трогать. А из вас бы получился неплохой экскурсовод. Ну что, я только экспонат. Мое место где-то в конце 19-го, начале 20 века. Живое пятно капитализма. Ну, значит, мы с вами разошлись на 3 столетия. Всего. Моя специальность 17 век. А для вас я готов совершить прыжок на 300 лет назад. Бьют челом тебе, краснодевица, И спала тебе не вели казнить,
А дозволь скорей слово вымолвить. Говори, мой свет, добрый молодец. Будь моей душа девица, хороша твоя светлица, теремочек твой хорош. Отдельный, со всеми удобствами. Ой, вы, гусли, звонкие гусли, я к тебе да не гожусь ли, а ли ты другого ждешь? Али я не сокол ясный, посади же в угол красный. Это все одни слова. Что ж ты хочешь? Слов мне мало. Покажи себя сначала, распотешь меня сперва. Почему же так? Стиль другой у вас. А какой другой? Покажу сейчас. Будь моею и порядок, что любовь, любовь осадок. Я к тебе со всей душой говорю определенно. Будем жить вполне законно, раз квартирка на большой. Жизнь жестянка. Очень мило, лексикон чудесный. Сила, что похож словарь? Похож, в самый раз любой беседе. Руку, лорд. Прошу вас, Лерри. Прошвырнемся, что ли? Вы не сердитесь, добрый молодец? Может быть, доброму молодцу уйти? До свидания. До свидания. Или лучше прощайте. Да, наверное, лучше так. Как-то очень уж глупо все путая, сам себя я никак не найду. И чего-то всегда почему-то я жду, 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 жду. Что сказать, чтоб
окруженная водой. Что такое? Прошу. Что это значит? Кто такие? По какому праву? Боже мой, и тут обвалилось. У меня ордер на эту квартиру. У нас ордер на квартиру 48, понятно? Папаш, покажите документ. Пожалуйста. Какой документ? При чем тут документ? Граждане, спокойно, не волнуйтесь. Спокойно. Ну, в этой секции квартиры 48 нет. Как это нет? Куда же бумажка? У всех бумажка. Странные люди. Им объясняют, они не понимают. Вашей квартиры уже нет. Что значит уже нет? Граждане, спокойно. Не уже, а вообще. Нет такой квартиры. Да что за ерунда? Как это нет? С вами же, граждане, говорят человеческим языком. Есть и акт у нас на это. Есть и акт. Нет квартиры 48. Это факт. Но позвольте, как же это? Есть ведь ордер горсовета. Мы и так все эти дни... Барабашкин, разъясни. Акт имеется на это. Да, есть акт. Нет квартиры 48. Это факт. Но войдите в положение. Подавайте заявление, здесь такой квартиры нет. Но помилуйте. Привет! Ой, виноват. Ой, здравствуйте! Здравствуйте. Ну, как вспомнили, что? А, нет, а вы? Я нет. Слушайте, а может мы с вами в баньке, в парной? Что вы, я не хожу в банк. Почему? Сердце. Жаль. А может быть, мы с вами... Исключено. Не пью. Жаль. Подумать только, товарищ Барабашкин. Он хотел себе оставить самую маленькую квартирку. Скромность. Ну, пойми, дорогой, ведь я же тебя безумно люблю. Я хочу тебе помогать в работе, жить твоими интересами. Ну, молиться на тебя. Барабашкин, ну разве я могу молиться в этих двух комнатушках? Там большой коридор. Не поясничай. Как решаем с кухней? Вместо второй кухни у меня будет будуар. Что у них будет? Будуар. Будуар у нее будет. А мне что за это будет? Да ерунда, оформим, сделаем. Ты знаешь, за что я ее люблю? За что? За то, что она меня безумно любит. Она, понимаешь, меня за муки полюбила. А я ее... Взаимосвязь. Подписывайте. Ну, было две квартиры, станет одна. Не впервой. Подписывайте. Федор Михайлович, и эту подпишите. Ты что? Обещали. Не могу. Обещали, Федор Михайлович. Вы же меня знаете. Я не подведу. Я тебя давно знаю. Барабашкин для вас все сделает. А почему? Да потому что он вперед смотрит. Я вам, вы мне. Мы им, они нам. Грамматика. Нет. Без связей в жизни нет пути. Без связей жить ужасно сложно. Без связей связи завести, и то бывает невозможно. Нет, нет, они мешают нам, факт этот много раз доказан. И по рукам, и по ногам иной бывает связью связан. Ко мне со связями не лезь, я не желаю с этим знаться. Вот заведешь иной раз связь, потом попробуй развязаться.
Опять же связь, и только связь полезной может оказаться. Меняйте связи, не боясь, клин клином должен вышибаться. Нет связи, это вздор, пустяк, смотреть на вещи надо шире. Я, братец, знаю это так, как то, что дважды два — четыре. А если связи завязать, и если жить с начальством дружно, то дважды два и 3, и 5, и столько, сколько будет нужно. Пальчики. Ну, будем пить чай? Хорошо. Ты знаешь, мне не хочется чая. Все? Маша, ну мы все равно собирались купить новый сервиз. Ну ладно. Я пойду на кухню. Тебе ничего не нужно выбросить в мусоропровод? Ну теперь уж что? Ну выброси меня. Ну пойдем. Ты слышишь, Саш? Нет, ничего не слышу. Правильно. Ничего не слышно. Дверь совсем не скрипит. А почему она должна скрипеть? У нас очень удачная дверь, правда? А, ну, конечно. Наш звонок. Ты слышал? Очень приятный звук. Ты знаешь, бывают резкие, неприятные звонки. А это какой-то интеллигентный. По-моему, он мелодичный. Больше не придется считать, сколько длинных, сколько коротких, все наши. Да, звонок у нас удачный. Очень удачный. Нет, ты послушай. Хороший. Хороший. Маш, ты ведь это же нам звонят. Ну, конечно. Нам звонят. Ой, к нам кто-то пришел. Да? Подожди, я сама. Вы к нам? Извините, пожалуйста, мы ваши соседи. Ну, естественно, в подвале. А вот ключей нам не дали. Это все Барабашкин. Я его... Что вы? Заходите. Саша, это наши соседи. Пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Ну, милый, ну точно такая квартира, как у нас. Очень приятно познакомиться. С планировкой, естественно. Это столовая, спальня. Как это спальня? Ну, не спорьте, молодые люди, у нас здесь будет спальня. Здравствуйте. Простите, мы ваши соседи. Сверху. Очень приятно. Маша, заходите. А где у вас это... Кухня? Нет, ну это как ее. Ой, простите. Пожалуйста. Где у вас север? Приемник? Какой приемник? Настоящий север. Не знаю.
нас везде юг. И так же не бывает. Бывает, бывает. Бывает. Сейчас так строят. Новый метод. Юго-западный. Ну, прошу, заходите, пожалуйста. Да. В моем возрасте это естественно. 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 Мылкин. Да, Павел Петрович. Статья 206, часть 3. Простите, указ от 15 декабря 1956 года. Курочкин! Народный судья. Я вас судил. Вы там соседку в коммунальной квартире. Я на ключ запер. А я вам за это 15 суток. Очень приятно. А сейчас мы будем теперь соседями. Естественно. Так сказать, стенка в стенку, душа в душу. А что теперь? Садитесь, располагайтесь. Хотите, я вас научу одному важному жизненному правилу? А у вас есть свои жизненные правила? Безусловно. И я охотно поделюсь с вами. Вы смотрите на все ваши неприятности как бы со стороны. Чтобы не случилось, говорите, а мне какое дело? Разрушился дом, отобрали квартиру. А мне какое дело? С первого взгляда влюбился какой-то назойливый парень. А мне какое дело? Помните сказочку? 3 поросенка построили дом, а в доме серый волк поселился. Но победил все-таки кто? Поросята. А почему? Да потому что они всегда пели. А нам не страшен серый волк, серый. Тарам-парам, нина, зачем унывать пришла весна? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла. Ла-л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 а. Весною вся душа полна, парамна нина. Ла-л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 а, весною душа вся полна. Ла-л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 а, весною душа вся полна. Значит, нам не страшен серый волк? Да нет такого волка, которого нельзя было бы вокруг пальца обвести. Что вы делаете? Разве не видите? Работаю. Но ведь это мой чемодан. Мое. Цепляетесь за собственность. Пережитки. Ну, знаете ли. Что нужно сказать? А мне не страшен серый волк. Так, пожалуй, 2:20. Так, здесь будет тахта. Не тахта, а сервант. Ну, какой сервант? Вот так. Вот, здесь будет тахта. А вот здесь... Ну-ка, девушка, иди сюда. Вот так. А вот здесь будет торшер. Вот. Нет, торшер будет здесь. Нет, ни в коем случае. Что вы? Торшер будет вот. А вот там будет вот, туалетный столик. Туалетный столик в столовой? Да какая же это столовая? Это ж спальня. Как спальня в столовой? Господи, и столовая в кухне. Ах, кухня в спальне. Длинный. 2 коробки. Ко мне. Как то есть к ней? Подожди, Маш, подожди. Здравствуйте. А вы все ко мне? А ваши соседи? Мы ваши соседи. Проходите, идите сюда, проходите, пожалуйста. Ой, и он ко мне. Поздравляю, Вера Петровна. Ой, ну что вы.
Ну ничего, Маша, ничего. Проходите. Осторожно. Хлеб, соль, так сказать. Хлеб, соль, естественно, это закуска. А у нас... Ирина! Одну минуточку. Я считаю, по случаю новоселья... Правильно! С новосельем! С новосельем! Какое новоселье? Это же наша квартира. Она такая же, как ваша. Только она не ваша, а наша. Ах, это ваша девочка? Да нет, квартира. А квартира не ваша? Разумеется, их. Вы знаете, это управдом Барабашкин никак не дают ключи. А так хочется скорее посмотреть квартиру. Заходите к нам в гости. И вы к нам, пожалуйста. И к нам. Спасибо. 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 Хорошо. Товарищи, Горько! Почему горько? Горько! Ну почему? Все равно горько. Дайте. Горько! Можно начинать! Заходите. Приходите Раньше к нам? Нет, раньше к нам. с удовольствием. Мы дома каждый день по вечерам. Забегайте. Это можно. Почему не забежать? Очень будем рады. Горько! Горько! Можно продолжать! Приходите, места хватит. А не хватит, не беда, ведь мы в доме и на сердце было празднично всегда. Без гостей дорог не сладок, ведь последними избежать. Без гостей на сердце Горько! Горько! Можно продолжать! Годовщину, именины, день рождения, юбилей, новоселье или свадьбу, как ты справишь без гостей? Кто за ваше, за здоровье рюмку будет поднимать? Выпьем сладко, крикнем Горько! Горько! Да, не так я себе представляла переезд на новую квартиру. Завтра пойду в горсовет. Вы наивный человек, вы не обижайтесь. Вы все хотите действовать по прямой. Это ведь только в математике кратчайшее расстояние между двумя точками прямая линия. А в жизни самый короткий путь по кривой. Это, наверное, тоже из ваших жизненных правил. А как же? Ну, тогда нам с вами не по пути. Ох, не зарекайтесь, Лидочка. Я уже кое-что надумал и... О, вот она. Ваша кривая линия. На ловца и зверь бежит. Начинаю действовать. Пока. Бабочка! А что вы здесь, а? Мы Что? отпустили свою машину, и вот теперь придется ловить. Вова, сейчас. Кстати, Вава, ты... О, простите, Валентина Николаевна, насчет 4-комнатной квартиры абсолютно правильно решили. Ну, конечно, Феде нужно много работать. Вы умница. Умеет смотреть вперед, а? О чем? Одну 4-комнатную квартиру, как совершенно правильно говорит Валентина Николаевна, всегда можно обменять на 2. В разных районах. Эй, приятель! Подвезешь? Прошу. Федя, честное слово, я... Федя!
В другой раз. Получите документы. Спасибо. А как у вас? Борис мне говорил, какая у вас петрушка вышла. Петрушка? Ваш Борис мастер на точное определение. Эта петрушка произошла на ваших глазах и на глазах ваших друзей. А вы, очевидно, следуете его жизненному правилу. А мне какое дело? Чем же я могу помочь? Зачем помогать? Лучше ждать. Ждать, пока другие помогут. Дребеднев захватил чужую квартиру. А мы что, молчать будем? Пусть Бабуровы пока переедут к нам. Конечно, места хватит. Зачем же? Пусть живут у нас. Ничего подобного, они будут у нас. Дайте мне эту Барабашкина, я с ним поговорю суток на 15. Должна же быть управа на этого Дребеднева. И мы ее найдем. Кто со мной? Да, они мне звонили. Пусть войдут. Прошу вас. Спасибо. Пошли. Наверное, он уже пришел. Ой, Лидочка, я сейчас. О, Лидочка! Разрешите доложить обстановку. Дребедневому уже не нужна 4-комнатная квартира. Не понимаю. А я вам говорил, что кратчайшее расстояние между двумя точками – кривая линия. Я внес некоторую ясность в счастливые семейные отношения этой супружеской четы и подробности читайте в газетах в отделе объявления о разводе. Пошли, товарищи. А почему вы молчите? Вы что, недовольны? Мне противно. А то, что эти Дребедневы хотели оттяпать у вас квартиру, это вам приятно. Нет уж, с волками жить, по волчьи выть. Для того, чтобы самим в волков превратиться. Да почему? Да потому что эта ваша кривая дорожка прямым путем приведет вас к этому Дребедневу. И его Вавочку. Ну уж извините, пожалуйста. Хороши они, ваши жизненные правила. С тобою одним душа полна. Я сердце и вам за взгляд лишь один отдам. Кто сердце возьмет, вам все равно, ведь сердца-то нет давным-давно. Так стоит ли вам и впредь о том, чего нет, жалеть? Сперва азарт, игра с огнем, любой ценой, любым путем. Лови, ловчи, хитри, хватай, но своего не упускай. Потом охотный выбрав путь, на честь и стыд рукой махнуть. Потом на совесть наплевать, а там мошенничать начать. Но свыше неба задирать, и 100% Дребеднев вполне законченный готов. И при этом имейте в виду, в жизни счастье совсем не такое. Люся, Что? я хочу сказать тебе. Да ничего ты не скажешь. Скажу. Нет, не скажешь. Скажу! И пусть все слушают! Люся, я люблю тебя. Что? Я давно тебе говорил. Ничего ты мне не говорил. Нет, говорил? Нет, не говорил. Молчал, молчал и вдруг разговорился. Ведь люди же смотрят. Ну и пусть смотрят. Люся,
Давай поженимся. Ты извини меня. Что это вдруг на тебя нашло? Люблю тебя, всегда любил, и прав я был, когда твердил, любовь как луч, а яркий луч пробьется даже из-за туч. Как яркий луч, любовь моя, и знай, как знаю это я, любовь кольцо, как всем известно, нет конца. Любовь кольцо, а у кольца, как всем известно, нет конца. Ну, молодец! Давно Молодцы! пора. Ну как же ты все-таки так решился? Да. Сам не знаю. Может... А может, скамейка такая? А? Волшебная. Это точно. Почему же это она волшебная? А вы посмотрите вокруг, потому что все, что вы здесь видите, возникло по щучьему веленью, по нашему хотенью. Товарищи, товарищи, эта скамейка волшебная. Да. Человек, который садится на эту скамейку, становится сильным, решительным. На ней исполняются все самые заветные желания. На ней нельзя лгать. На ней говорят только правду. Это естественно. Говорите, самые заветные желания исполняются? Да. Не бывает этого. Не верите? Садитесь. Садитесь, садитесь. Так. Вот, ну, товарищ Бабуров. Я здесь. Здравствуйте, дорогой товарищ Бабуров. Как все чувствуете? Как вы здоровы? А? Что же это не обратились ко мне? Так и так нужна площадь. Зачем же для этого беспокоить руководящих товарищей? Ведь это же мой долг. А долг, значит, это все, это закон. Вот ваши ключи. С Богом, переезжайте. Сам Дробеднев вручает ключи от квартиры. Это противоестественно. Как это могло произойти? По щучьему велению, по нашему хотению. Федя, ты что, с ума сошел? Что это значит? Успокойся. Нас сняли. Как? По нашему хотению. То есть, по собственному желанию начальника главка. Что? Пошли к Барабашкину. Зачем? Принимать дела. Его в дворнике, а меня на его место. Ну, теперь-то вы верите в наши волшебные силы? Ах, вот в чем дело. Значит, для того, чтобы укротить Дребеднева, понадобилась волшебная сила. А разве мы не обладаем этой силой? Кто эти всемогущие мы? Мы? Это те, которые строили черемушки. И те, для которых строят черемушки. А я кто ж, по-твоему, посторонний, что ли? Сколько сил я потратил! Сколько изобретений! Новый снежный дом, совсем не подышалось, совсем не подышалось, совсем не подышалось Может быть, действительно мне в самом себе надо что-то взорвать? Да разве они могут в человеке оценить деловые качества, энергию, сообразительность? Вас не понимают. Меня тоже. Знаете, это все Барабашкин. Но он жулик. А мне какое дело? Да отстаньте вы от меня! Отстаньте! Боря! Ой, как я рада. Ну какая может быть у меня любовь с этим человеком? Любовь простора требует. Боря! И мне бы ваши заботы. Так, значит, на этой скамейке все правду говорят. Ничего себе, скамеечка. Ее бы к нам в трест на производственное совещание.
Кошмар! Кибернетика. Ну, за что меня в дворники? Что я им сделал? Что я фальшивые наряды выписывал? Жилплощадью мухлевал? Мухлевал. Дребедневу потакал? Потакал. Что ты говоришь? Потакал, говорю. Ну ты куда? Иди садись сюда. Может, поймешь, какой ты головотяп? Я? Ты что? Мышиный жеребчик. Ты что, с ума сошел? Нахал. Я... Головотяп, конечно. И мышиный жеребчик. И мышиный жеребчик. И этот, как его, оторвавшийся. И разложившийся. И вообще ты порядочная личность. Вот такой вы чуткий и внимательный человек к людям. Плевать мне на людей. Услышит. Ты говоришь, что я головотяп? Так не я, скамейка. Что скамейка? На ней все правду говорят. Убрать честь. Извиняюсь. Так вы вроде теперь не начальник. Ах, ты еще здесь? Ну, я тебе вот что скажу. Вавочка. Я вам не Вавочка, а Валентина Николаевна, гражданин управдом. Вава. Вавочка. Вава, успокойся. Я спокойна. Это раньше я волновалась, где будет машина, где будет будуар, где... А теперь я спокойна. Ну вот видишь. Я все вижу. Так обмануть девушку. Так надругаться над лучшими чувствами. Так плюнуть в душу. Я тебя люблю, и ты меня любишь. Я его люблю. Как вам это нравится? Да если вы хотите знать, вы всегда для меня были фу! Пустое место! Ах, фу, фу. Ах ты, фу, несчастная. Тише, я ее в люди вывел. Меня в люди. Смеяться некому. Садись. Я его люблю. Жалкий аморальный субъект. Встань! Ничтожество! Сядь! Чучело гороховое! Встань! Размазня! Сядь! Жаба! Встань! Старая песочница! Ничтожество! Размазня! Чучело гороховое! Прохвост! Все. Испортилось. Все ушли? Внимание! Взрываем!